Привет, друзья! С вами Московский флейтовый центр и Илья Дворецкий. Сегодня у нас обзор, и обзор этот будет необычен тем, что я представлю вам не одну модель флейты и даже не несколько конкурентов, а целую линейку инструментов, вернее серию. Это серия Q знаменитого и уважаемого американского бренда Haynes Flutes. Старейший флейтовый бренд Haynes разработал новый модельный ряд Q сравнительно недавно, в 2010 году. И это было на тот момент решение буквально впрыгнуть в уходящий поезд эры глобализации. Ведь большинство конкурирующих брендов уже имели своих дочек, производимых в Китае, Индонезии и Тайване. И вот пришла пора Haynes сделать свой ход. Знаменитые флейты Haynes, вернее младшая серия Amadeus и средняя Q, стали изготавливаться в Китае. Безусловно, на качестве материалов и сборки это никак не отразилось, поскольку производство изначально поставлено под жесткий контроль специалистов Haynes. Ход сделан, флейты продаются, но чем эта линейка запомнилась нам? По истечении времени стало понятно, что линейка Q набрала необходимую популярность в основном благодаря знаменитому лейблу Haynes. При этом совершенно ничем не удивляя и не подтверждая честь наличия на борту заветного шильдика. Получается, что основным мотивом при покупке такой флейты было иметь в руках флейту знаменитого производителя. На большее рассчитывать было сложно. Качество сборки было на ожидаемо высоком уровне, но звучание было настолько тривиальным и без изюминки, что многие более дешевые конкуренты смело вступали в бой при продаже оных и зачастую выигрывали. Но Haynes не был бы Haynes, если бы не имел в своих активах стратегию развития и не подтверждал бы каждый раз свой статус одного из лидеров в отрасли. Шло время, близился 2022 год. Московский флейтовый центр получил привычную уже партию новеньких Haynes Q. Сразу же в рамках установленных правил протестировав все новинки. И тут, господа, нас поджидал сюрприз. Совершенно неожиданно все до единой флейты из новой партии зазвучали на 2 головы лучше, ярче, объемнее предыдущих. Помимо этого и эргономика механики претерпела кардинальные изменения. Опешив от такого поворота событий и не поверив собственным глазам и ушам, я тут же связался с главой Haynes в Европе, Гарретом Маклерноном, спросив у него буквально мемом: а что, так можно было? Оказывается, в наши пандемийные времена кто-то почивает на лаврах, а уважающие себя компании, наоборот, удваивают усилия и используют временной ресурс для нового скачка вперед. Haynes как раз из таких. Они не поставили все на паузу, а потратили значительное время на полное переосмысление всей Q-серии, от незначительных конструктивных элементов до переработки звукоряда и внутренней формы райзера. Сказать, что это пошло на пользу, не сказать ничего. У Haynes получилось вывести свою стандартную линейку на совершенно другой уровень звучания, удобства и качества. Эти флейты, наконец, по праву заслуживают носить на себе знаменитое имя и логотип Haynes. Но, пожалуй, предыстории и интриги уже достаточно, давайте перейдем, собственно, к обзору. Поскольку линейка Q охватывает весь спектр моделей от студенческих до handmade, стоимостью от 300 тысяч до 1 000 000 рублей, начнем с самой доступной студенческой флейты Q1. Модель Q1 представлена в посеребренном корпусе, с посеребренной механикой, головка из серебра 925 пробы, сделана в Америке. Уже в данной студенческой модели включены ряд особенностей, объединяющих ее с более дорогими собратьями. Механика в левой руке сделана по системе Брёгер с использованием беспиновой технологии. Механика на правой руке классическая, лишь с той разницей, что на ней отсутствуют регулировочные винты, характерные для механики флейт бюджетного сегмента. Это намек на то, что даже будучи студенческой по факту, отношение к себе она требует вполне серьезного. Эта флейта приручает нас к хейнсовской традиции не крутить винтик и чуть что не так, а регулярно показывать ее хорошему мастеру, который наладит все связи клапанов, и вопрос недокрывания будет для вас не актуален. Тем более, что вся линейка оснащается качественными подушками Pizoni Straubingер Style с плоским профилем и отличной цепкостью. Как я уже упоминал, инженеры Haynes проделали основательную работу над ошибками и сделали свои флейты комфортными и звучными.
Когда держишь в руках модель Q1, не покидает ощущение премиальности бренда. Об этом нам говорит особый ход и отскок механики, послушно исполняющие свою важную работу. Также и балансировка флейты сделана так, чтобы максимально компенсировать тяжесть осей, и флейта не прокручивалась в момент ее удержания. Райзер доработали с учетом требований для не самых опытных флейтистов, чтобы резонанс возникал как можно быстрее и отклик на различные штрихи был легким и моментальным. Поскольку в корпусе данной модели серебряная только головка, звук можно описать как в меру легкий, яркий и очень равномерный по всему диапазону. Безусловно, в сравнении с более дорогими моделями той же серии, здесь будут присутствовать некоторые тембральные упрощения. Но все же основные родовые черты Haynes этой флейте присущи, и мы можем получить немало удовольствия от общения с этим прекрасным инструментом. Ну а теперь мы рассмотрим модель Q2. Данную модель с серебряным корпусом и посеребренной механикой уже довольно сложно отнести к разряду студенческих, поскольку по совокупности качеств, а это и плотное звучание, и отличная управляемость, и высокая эргономика при удержании, она совершенно точно входит в класс профессиональных флейт. Также от предыдущей студенческой модели Q1 ее отличает более высокое сопротивление. Это действительно важный момент, который непосредственно влияет на динамические возможности в исполнении. К примеру, в то время как при значительном форте студенческие флейты показывают свой предел и буквально блокируют резонанс, хорошие профессиональные флейты оказывают чуть большее сопротивление в средних нюансах, допуская меньше звона и упрощений в тембре, при этом помогая звуку полностью раскрыться даже в условиях экстремального форта. Основные конструктивные особенности линейки Q одинаковы для всех входящих в нее моделей, так что не будем заострять на этом внимание. Хочется отметить, что для модели Q2 доступна опция дополнительного трельного клапана до диез с возможностью исполнения трели соль ля 3 октавы. Модель Haynes Q2 вполне пригодна как для музыкальных колледжей, вузов, так и для игры в оркестре. Haynes Q3 это профессиональная флейта, головка корпуса механика, которые сделаны полностью из серебра 925 пробы. Пружинки из белого золота 10 карат, добавляющие чуткости и плавности хода механики. Эта флейта тяжелее по весу, чем предыдущая модель Q2, и в руках ощущается еще более уверенно и комфортно. Резонанс и динамика здесь уже на профессиональном уровне, и коэффициент полезного действия по-настоящему высок. Такой инструмент идеален для длительных занятий, концертных выступлений, как сольных, так и в оркестре. Он поможет сэкономить и сохранить ваши силы на всем протяжении работы.
Следующая модель Haynes Q4 отличается от своей младшей сестры лишь наличием паянных тоновых колец. Технология напайки тоновых колец позволяет сделать более точным звукоряд, а также добавить цепкости и отклика в моменте касания подушек. Это наилучшим образом влияет на общую нагрузку на пальцы и больше экономит ваши силы при игре. В остальном модели Q3 и Q4 идентичны. Следующая модель в профессиональном сегменте линейки Q – это модель Q Fusion, само название которой переводится как «сплав». Давайте разберемся, сплав чего с чем и, главное, для чего. Как мы видим, у этой флейты совершенно замечательный внешний вид, и она не только выглядит как золотая, но отчасти ею и является. Фокус в том, что сама флейта серебряная, но то, что мы видим снаружи, это не позолота, а самый настоящий слой золота, 9 карат, в соотношении 1 к 3. То есть внутри это 3/4 серебра, а снаружи 1/4 золота. Губки здесь выполнены целиком из золота 9 карат. Помимо чисто эстетической стороны дела, когда флейта дорого выглядит и меньше подвержена окислению, золото выполняет уплотняющую функцию, делая звучание более весомым и солидным. По умолчанию тут установлены пружинки из белого золота 10 карат и использованы тянутые тоновые кольца. Это прекрасный, надежный и статусный инструмент за разумные деньги для игры соло или в оркестре. На этом наш сегодняшний обзор завершен. Подписывайтесь на наш канал, ставьте свои оценки, оставляйте комментарии. Мы всегда вам очень рады. С вами был Илья Дворецкий и Московский флейтовый центр. Пока!